Привет! Сегодня у нас балет «Лебединое озеро» и танец с саблями одновременно. Это Австрия, Каринтия, замерзшее озеро Асиахирзее. До границы со Словенией и Италией около 30 километров. Альпийское озеро и зима-зима. На озере живут лебеди, много семейств. Некоторые улетают на юг, некоторые не улетают, зимуют на озере. Сегодня рассказ про отношения между лебедями, отношения семейные, отношения с другим, конкуренция. А в том числе мы увидим очень редкое событие, которое не часто можно увидеть, не часто наблюдать, как лебеди проводят границу, как они делят территорию. Это будет настоящее межевание. Лебеди хозяева озера, они везде, их много, они находят себе здесь пропитание, а здесь есть достаточно места, чтобы выводить птенцов, чтобы вести достаточно спокойную жизнь. На востоке озера заповедник водоплавающих птиц, много тростника. Вот видите, это любовные игры. Это у них каждый день. Разбегается. Утки вокруг собрались, рты открыли. Смотри, головками так делают. Ну, вот у них настоящая любовь. Вот еще как. Они потому что друг к другу очень нежно относятся на самом деле. А вот те вот, которые парочка, которые ты, Максим. Вот, смотри, вот, ой-ой. Это лебеди-голубь и голубка. Любовные игры случаются часто. Они не прячутся, они не стесняются. У них синхронное плавание у них. А вот это они добывают пищу со дна, собирают. Еды у них достаточно, когда озеро освобождается от льда, у них нет никакой проблемы с пропитанием. А зимой мы их подкармливаем. Когда озеро замерзло, а на берегу снег, у них действительно есть некоторая проблема. И вот мы насыпаем им специальный корм для водоплавающих птиц и помогаем пережить холодную зиму. У голубя и голубки в этот раз 6 птенцов, и с ними непросто. Ну вот, видишь, он гоняет. Она прогоняет, но она же тут же не доходит до каких-то там этих самых. То есть они отошли и ради бога. Да, нет, они гоняют, а знаешь, хвостом дрежет. Я типа вас гоняю, но я знаю, что вы мои детки там, типа, ну так положено. Не думаю, что у нее столько мыслей в голове, что она способна какие-то такие связанные эти самые Предложения строить. Да. Просто у нее вот как это. Нет, ну как они вместе это делают, понимаешь? Я бы поняла, если бы один начал гонять всех. У них какая слаженная команда. Это не то, что вот та парочка, которая все время ее Да те молодые, просто они не понимают еще. О, он пошел, набычился, пошел. Да, он так набычился. Да, идет, я вам сейчас покажу. Вот так вот. Тут аж побежал. Ой. И хвостами виляют оба. Врагу хвостом не виляют. Утки там просто наблюдают, для них это как театр, бесплатный цирк. А, да, они расселись там. Собрались, смотрят, по рядам, сели по рядам. А в амфитеатре, да? Амфитеатр, да, и смотрят, наблюдают, что же там происходит. Как эти говорят, давай, щипай его, щипай, ты на кого ставишь? Да. Так, этого прогнал, он даже полетел. Да, голубь вошел в раж и тоже полетел. Эти обалдевшие смотрят, смотри, все в ту сторону смотрят, говорят, ничего себе, говорит, ничего себе. Ну, Говорит, папа-то совсем, говорит. Интересно, они считать умеют, тут они знают, что Папа не это озверел. шестеро. У них там война всех со всеми. То есть на самом деле, да, молодые щеплют друг друга, а родители щиплют их. А уток щеплют вообще все. Вот. А уткам щипать некого. Ну, они друг Они друга тоже. щиплют друг друга.
В возрасте около 6 месяцев родители отделяют птенцов, и те должны жить самостоятельно. Поэтому сцены, которые мы видели, когда родители гоняют детишек, это совсем нормально. Это то, что предусмотрено природой, то, что правильно в их жизни. Малых, конечно, жалко, но что поделать. Зато быстрее научатся сами добывать корм. А родители все, что нужно, для них сделали. Они их защитили, оберегли в совсем маленьком возрасте. Они их научили летать, научили добывать корм. А теперь вот понемножку шпыняют, отправляют в самостоятельную жизнь. Эта картина поначалу, конечно, сердце разрывает. Как так? Папа, мама собственных птенцов берут и гонят. А потом постепенно все выравнивается. Голубь с голубкой гонят своего птенца. Птенцы находят себе свои зоны для пропитания. Птенцы формируют группы, молодежные группы из разных семей и живут отдельно, пока не повзрослеют к 3 годам и не начнут создавать собственные семьи. Пока они ходят к папе и маме, а те их понемножку гоняют. Вот видите, это поза, когда крылья подняты. Это угроза и агрессия. Если к вам идет лебедь и у него подняты крылья, вам от него ждать ничего хорошего не надо. Это значит, что он вас боится и хочет защищаться. А лучшая защита – это нападение. Вот кошка Анфиса, она про лебедей вообще все знает. Она их не боится, она их давно выдрессировала. Ой, нарывается, а? Вот так. Вот так у них происходило притирание. Что ты к ней пристаешь? Вот так. Не лезь, а то получишь по клюву. И постепенно они поняли, что им предстоит сосуществование на этой территории. Она сейчас и на меня тоже пыталась шипеть. Она на всех Как пытается. она себя уверенно чувствует, когда одна. Но есть другие взрослые семьи, которые могут претендовать тоже на место под солнцем. Скоро мы увидим с вами, как это происходит. Красотка. Это на самом деле очень редкая ситуация. А вот это конкурент. Это зимой приходил Максим, а дальше Маша. Это молодая пара, им по 4-5 лет примерно. Молодые, здоровые, знают наш дом, знают эту территорию и решили поселиться поблизости. А мы просто наблюдали, это ежедневно, какие-то такие мелкие разборки между лебедями. Кто-то кого-то гоняет, а все было как-то обыкновенно. А вот это Максим бежит ко мне на всех парах. А я на одном из соседних участков, где нет дома, где можно подойти к озеру, как-то подошел и заметил пару лебедей. Это были Маша и Максим. И похоже, они решили на этой территории закрепиться. А это совсем рядом с нами. Соответственно, конфликт с другой парой лебедей, с голубем и голубкой, только предстоял. Мы с вами увидим, как они сойдутся в битве. А потом решат, что нет, мы, наверное, биться не будем. Мы лучше проведем границу. Это будет очень интересное противостояние. Голубь – это старый опытный лебедь, который на озере, такой лидер, который главный и который никогда не получал отпор. Но молодежь растет, входит в силу. И Максим, похоже, стал настолько крепким, настолько поднялось его самосознание, что он решил бросить вызов голубю. Давайте посмотрим, как это происходило. Ну, а может соседи? Это соседями будем. Ну что ты на соседей-то наезжаешь? Пока была вот тут, это был бассейн, была прорубь, у них все просто было. А сейчас у них территория такая, что сколько глаз видит, и все надо защитить.
это Они делают. даже сближаются, у них что-то битва будет, что ли? Не знаю. Ну, это Как-то совсем. наш более такой нащеперенный. Так такое ощущение, что голубь-то нашего прогоняют. Да, да. А смотрите, голубя прогоняют. Может быть, То он- есть те может быть, там он- забили территорию, Нет, говорят, это может быть, наша он территория. заманивает противника. Слушай, у нас соседи Может быть, появились. Маневр такой. Голубь отступает, ничего себе. Сейчас посмотрим. Сейчас он обратно. Сейчас в Так, обратную он обратно. сторону, да. Да, это уже, говорит, наша территория. Они по границе баражируют. Так, А тот теперь этот развернулся. развернулся, а этот, ну-ка, сближаются. И что произойдет сейчас? А ничего не произошло. Так, они совсем рядом и Они развернулись и это... договариваются, что ли? Или что? Не, слушай, он вообще его гонит, он реально его гонит. О, голубь. Кто-то крутой появился у тебя в соседях-то. Но он не ожидал такого, да, что ему Он кто-то отпора не ожидал вообще. отпора. Потому что он этих молодых-то прогонял, а они как А эти- это не молодые, с этими так не получается. Ну, то есть тот показывает, что я, говорит, дорогой, тебя не боюсь вообще. То есть у них такие воинственные танцы. Смотри. Они друг кружатся, другу угрожают. кружатся. Интересно, они биться-то будут или нет? Что, Да только нет, чтобы они наверное. драться-то не Нет, начали. они не начнут. Нет, Этого только не хватало. нет, они не будут. Голубка Смотри, поплыла на у помощь. них прям это там... Такой воинственный танец. С томагавками. Кто первый, То есть кого они первого сблизились нервы сдадут. и воюют. Пугают друг друга. Пугают друг друга, да. Ничего себе. И подруги, по обе стороны подруги не приближаются, Ну, теперь ждут, пока мужики нужно- разберутся между да, собой. Теперь им нужно как-то разойтись. И Но как-то им так надо поделить территорию. Они явно вот определили, вот до сюда можно, дальше моя. То есть они там тоже говорят, а мы там живем, а ты тут живешь. Короче, не было печали. Этих молодых разогнали, а теперь эти появились. Но Что за интересно, жизнь кто это появился, такая? потому что Маша с Максимом, они боялись, они уходили. Ну, А это боялись, кто-то вот тогда такой- боялись, а сейчас перестали бояться. А может перестали бояться, может Максим в силу вошел, почувствовал, что... Ну, в общем, у них произошло, как это, Ну, в общем, да, появились у нас соседи. и быстро, смотри, плывут. Ну, похоже, определили они границу. Маркировку произвели. Да, демаркацию границ. Все, а тут остановился. Нет, дальше, говорит, не пойду. Дальше. Дальше Вот теперь не он его пойду. назад погнал. Смотри, тот его гнал, теперь этот его гонит. К счастью, обошлось без битвы. Они решили вопрос миром. Договорились. Ну, мы рады. В принципе, тому же голуби будет проще. Чем меньше, чем понятнее территория, тем проще ее защищать. Что интересно, это не та территория, на которой у них гнездо, на которой голубь и голубка живут. Нет, это их охотничьи угодья. Они с этой земли питаются. А спят, выводят птенцов они в другом месте, в заповеднике. Так что это очень интересно. То есть это птицы, у которых есть свои охотничьи угодья. Вот так. Вот эта история с занятием территории Машей и Максимом, она неспроста. Скорее всего, они будут выводить в этом сезоне птенцов. А голубь и голубка в этом сезоне имеют перерыв. Они выводят птенцов раз в 2 года. В 2020 году у них было вот этих 6 взрослых уже сейчас птенцов. В этом году они, по идее, должны отдыхать. Хотя любовью они занимались регулярно, будем надеяться, что они делали это просто для удовольствия. А нам предстоит наблюдать за семейством Маши и Максима, что у них получится с птенцами. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!